Большинство из нас любит котов. Корпорация Nintendo тому не исключение, поэтому в далеком 2013 году она выпускает игру Super Mario 3D World для Wii U, в которой позволяет Марио и его друзьям превращаться в котов с их суперспособностями. И нет, это не способности, которые заставляют нас сделать все, что им нужно. Секундочку, а ведь Nintendo сейчас делает ровным счетом то же самое, вынуждая нас повторно купить эту игру. Как вы уже догадались, видео посвящено обзору игры на Nintendo Switch Super Mario 3D World плюс дополнение Bowser Fury. Ладно, не буду агриться на Nintendo, тут они создали что-то действительно новое. Несмотря на то, что оригинал вышел 8 лет назад, новая игра играется на Switch просто изумительно. Отличная картинка и нет даже ни намека на проседание скорости кадров. Сам лично в оригинальную игру я не играл, как и думаю многие те, для кого Switch является первой консолью от Nintendo. Но это даже плюс, потому что меня не будут душить жаба за то, что я когда-то отдал деньги за версию на Wii U, а если сейчас я хочу поиграть в дополнение Ярость Боузера, то мне придется купить игру за полную стоимость. А сейчас она продается далеко не дешево. 3500 за картридж и 4500 за электронную версию. Согласитесь, платить такие деньги за дополнение, которое проходится за 6 часов полностью на 100%, это очень много. Ну а если к этому добавить неспешное прохождение основной игры за 36 часов, то игра полностью оправдывает деньги, потраченные на нее. Для тех, кто не играл в версию Wii U, я расскажу про основную игру, а после уже про дополнение. В основной игре нам предстоит посещать различные миры, спасать фей, которых злой Боузер похитил. Для этого нам предоставляют карту мира, по которой мы можем перемещаться и посещать отдельные уровни. Сами уровни же мы можем проходить быстро, просто пробегая их, или же с тщательным поиском всех звезд. В конце каждого мира есть замок Боузера, в котором нам предстоит сражаться с главным злодеем, чтобы освободить захваченную им фею. Звучит на самом деле все очень просто, но играется действительно шикарно. Геймплей не надоедает и постоянно приносит различные сюрпризы. Например, в игре есть изометрические уровни, где вы играете за капитана Тода, который по сути ничего не умеет, кроме как ходить, или же веселые сплавы на спине динозавра Плеси. Ко всему прочему, есть мультиплеер до 4 человек, и в нем реализован соревновательный момент. Кто больше наберет очков, тот и получит корону до следующего раунда. Что ж, а теперь давайте перейдем к дополнению Bowser Fury. Сюжет у него интересный. Нашего злодея Боузера поглотила еще более злая сила, чем он сам, и он начал крушить все налево и направо. За помощью к нам обращается Боузер-младший с просьбой помочь. В качестве игры дают территорию с открытым мире в виде отдельных островов, на котором располагаются уровни. Наша задача собрать как можно больше котофей солнца, которые в свою очередь зажигают маяки, и это наносит урон нашему злодею. Но помимо этого еще есть мега огромный колокол, который разблокируется при наборе определенного количества котофеев солнца, и впоследствии наш Марио превращается не в элегантные шорты, а в супер гиганта Марио Кота, и тогда начинается битва титанов. Выглядит это очень эпично, как какая-нибудь битва Годзиллы с Кинг-Конгом. В процессе вам помогает Боузер-младший, которого в настройках можно сделать более агрессивным к врагам, к тому же им можно управлять с тачскрина, что позволяет разгадывать некоторые загадки, за которые дают те самые котофеи солнца. Суммарно же за все прохождение нужно будет набрать около 100 штук. К тому же очень эпично реализован момент с появлением яростного Боузера. Он появляется периодично, и мир меняется, начинается гроза, все темнеет, с неба падают астероиды. В общем, шикарно. В этот момент вы либо подбираете мега-колокольчик для сражения с Боузером, либо пытаетесь найти решение на некоторые загадки, которые можно разгадать только в это время. Добавили в дополнение и мультиплеер, который отличается от основной игры. Максимум может играть 2 игрока, второй игрок играет за Боузера-младшего. Он по большому счету неуязвим, но при этом помогает в дальнейшем прохождению. Это очень гениальное решение, потому что игру за Боузера-младшего можно отдать тому, кто по большому счету только начинает играть в видеоигры. Например, младший брат, ребенок или же жена. И при этом вы оба будете получать максимум удовольствия. Из интересного хочется отметить, что все улучшения и модификаторы, которые вы подбираете, копятся у вас, и со временем вы можете их использовать для прохождения этого кошачьего острова. Хотелось бы также отметить, что игру выпустили в честь 35-летия Nintendo. И помимо игры, Nintendo продает фигурки Amiibo. Знаете, у меня нет на данный момент ни одной, но Марио в виде кота я бы, конечно, купил, если бы он не стоил 2500 рублей. Итак, резюмируем. Игра крутая для тех, кто не играл. Кто играл на Wii U, покупать из-за дополнения в 6 часов, ну такое себе удовольствие, если, конечно, вы не хотите ее перепройти заново. Надеюсь, мой обзор был полезен для вас. Буду рад подпискам, комментариям и лайкам. И не забывайте про наши социальные сети. До новых встреч, всем мяу!